Александр Владимирович, всех вчера шокировала новость по попытке покушения на вас. Мы очень рады, что вы целы и невредимы. Можете поподробнее рассказать, что произошло и как это все происходило? Ну, поступила информация, что готовится покушение на первых лиц государства, в частности на меня. С первого же момента министр МВД начал активно этим заниматься, министерство работало круглосуточно. Я был в курсе всех событий и позавчера, в принципе, в ночь с позавчера на вчера, финальная стадия операции закончена. Было арестовано несколько человек, изъято взрывное устройство, какие свои показания, планировался подрыв меня или кортежа на Пасху. Я думаю, дальнейшую, наверное, информацию после расследования вы все получите. Единственное сказать, что министерство отработало на 5 баллов, профессионально вычислили, определили место, арестовали, поэтому могу сказать, что наше министерство растет в профессиональном уровне, поднимается. Далее я хочу вам всем передать свою мысль. Буду анонсировать, наверное, приказ Министерства государственной безопасности и Генеральной прокуратуре открытие уголовных дел на президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, на Турчинова, на всех, кто причастен и виновник к развязыванию войны на Донбассе, пускай лучше по заслугам. Вот, в принципе, все остальное, что считаю наследствием. Александр Владимирович, скажите, телекомпания НТВ, вы не могли представить, все-таки, кто эти люди, насколько они были профессионально обучены, которые сюда зашли? Действующий сотрудник СБУ. Дальше. Как вы оцениваете ситуацию перед майскими праздниками? Не ожидается ли еще провокации? Ведь в Еленовке произошел вопиющий случай за последнее время убийства мирных граждан. Я, наверное, расскажу вам еще, на самом деле, то, что вы, наверное, не знаете. В час ночи, в тот день, когда стреляли Еленовку, в час ночи на КПП «Майорск» украинские военнослужащие собрали до 50 автомобилей, автобусы легковые, выгнали людей оттуда и под автоматами погнали их на наши позиции. Чудом наши бойцы не начали стрелять, потому что гражданские начали кричать, что они гражданские, людей пропустили, и через 1,5 часа произошел обстрел Еленовки. Была первая попытка создать эту провокацию под Горловкой, вторая, получается, была в Еленовке. В Еленовке стреляли колонну, и я вообще не понимаю, там воинских подразделений не было никогда, в принципе, сначала Еленовку взяли под наш контроль. Считаю, что первая провокация не удалась, после этого последовал обстрел Еленовки, и уверен, что провокации такие будут. Поэтому все силовые ведомства подняты по боевой тревоге, в круглосуточном режиме работают, и главная задача наша обеспечить безопасность наших граждан, проведение праздников, майских праздников, мероприятий, посвященных Дню Победы и 11 мая Дню Республики. Как вы можете охарактеризовать работу миссии ОБСЕ по поводу трагедии в Еленовке? Знаете, двоякое чувство, скажу откровенно, почему? Потому что лично наблюдал где 2 автомобиля, которые уезжали, был уверен, что миссия ОБСЕ уже там присутствовала. С удивлением узнал, что она там вообще не появлялась. И я уже находился там около часа, только туда подъехала миссия ОБСЕ. Но он сказал следующее, что хватило мужества миссии ОБСЕ признать и показать, откуда был обстрел, сказать, какие орудия использовались. И, в принципе, если бы им еще все-таки отойти немножко от политизированных стандартов, то именно мониторинговая миссия ОБСЕ выполняла свои задачи, ради которой здесь она находится. Еще раз. Владимирович, недавно Виктория Nuland провела встречу со всеми руководителями Украины. Можете охарактеризовать результаты этой встречи? Результаты этой встречи – это обстрел Еленовки. Украинская власть обстреляла Еленовку, это не нам сообщение, да, а в первую очередь адресовано Америке, что украинская власть не хочет принимать те законы, которые обязаны принять согласно Минским договоренностям. И для них это смерти подобно. Она боится принятия изменения Конституции, точнее принятия новой Конституции, принятия закона о местном самоуправлении, выборах и особом статусе Донбасса. Поэтому обстрел Еленовки, наверное, был показательным именно для Америки. Ну, я хочу сказать лидерам Соединенных Штатов Америки и Европы, если вы хотите иметь своего ручного маньяка, ну тогда закройте его в будке, пускай он там сидит. Иначе он на самом деле покусает. Александр Владимирович, несколько агентств новостей. Виталий, сегодня на сайт ваш, где вы собираете вопросы для гомовения жителями Одессы, Бессарабии, произошла беспрецедентная DDoS-атака.
сайт был полностью парализован, сейчас прошли наладочные моменты. Сайт не заработал. Как вы можете прокомментировать эту DDoS-атаку перед вашей прямой линией жителями Одессы? Ну, пиарщики наши с службы безопасности Украины учатся. Хочу отметить, что это не одна атака была, там атак было несколько таких атак. Донецкая власти не знала, наверное, с самого открытия. Но я могу успокоить, первое, что ни один из, никакие персональные данные людей, которые задают вопросы, не попадут в Facebook, это раз. А второе, вообще не содействительно состоится в любом случае в любую погоду. Еще вопрос. Вы сегодня заявили о намерении провести прямую линию с жителями Одессы и Бессарабии. Чем вы продиктовано это решение? Вы знаете, Одесса – это знаковый город. Если вы себе вспомните начало нашей войны, нашей боевой действия на территории Донецкой области, многие добровольцы, которые к нам пришли с разных стран мира, да, на мой вопрос, почему они решили это сделать, отвечали после Одессы. То, что произошло в Одессе, в Доме профсоюза, когда 100 с лишним человек было заживо сожжены, это, наверное, приравнивается к зверствам нацистов. То есть украинская власть действительно боится Одессу как города, боится жителей Одессы, боится нашего общения с одесситами, потому что я считаю, что необходимо рассказывать, как мы живем, что мы делаем, почему мы это делаем. И у тех людей, которые еще есть смелость и совесть, которые еще до сих пор борются, это в первую очередь поддержка этих людей, поддержка наших идей и наших завоеваний. Я думаю, что не только Одесса, будет следующий, я уверен, что будем общаться и с Киевом, и с Львовом. Пускай украинцы знают, что происходит здесь, не через средства массовой информации, которые подконтрольны Киеву, а именно от нас, от меня лично. Еще вопрос. Если позволите, еще в дополнение к этому вопросу прямой линии. Сайт, созданный Службой безопасности Украины, сделал неплохую рекламу, привлек и на реальный сайт, и на этот фейковый до 10 тысяч живых читателей в сутки приводил. Может быть, обратиться к СБУ с просьбой еще раз эту рекламную кампанию провести? В прошлый раз неплохо Вы вышло. знаете, мне даже обращаться не надо, насколько у них уровень хороший, что они сами все понимают и рассказывают. И они постоянно делают сознательно, и обращаться даже не стоит. Мне понятно, очень тяжело работать в Службе безопасности Украины, допустим, тем же кадровым сотрудникам, когда управляют Службой безопасности Украины не украинцы, да, а люди из океана. Поэтому разный менталитет приводит к таким неожиданным подаркам судьбы. Александр Владимирович, за последнее время с Одессы приходят тревожные новости. Возможность повторения 2 мая, так как власти Украины, в том числе представители администрации Одессы, разрешили в эти даты митинги не только сторонникам, которые будут оплакивать погибших, но и ультрасам, и организациям националистическим. Это все может привести к новой резне, это можно назвать так. Давайте сразу определимся. Если бы киевские власти и власти города Одессы не боялись бы митингов и народного гнева, то губернатор Саакашвили, он бы не обратился к президенту Украины с просьбой ввести в город войска, национальную гвардию и бронетехнику. Как вам известно, уже около 300 человек с батальона Азов находится в Одессе с бронетехникой. Я думаю, что будут еще какие-то дополнительные усиления. Но уверен, что попытка, вы правильно сказали, попытка зародыши убить последние ростки сопротивления, они об этом думают. С большой долей вероятности сказать, что все пройдет отлично, хоть несмотря на провокации, может быть, какие-то даже столкновения. Украинцы начинают просто понимать, что происходит, кто действительно правит государством. И потому что то, что сейчас наблюдаем, и прямая линия, и масса вопросов, которые было мне задано, и разрешение киевских властей провести в том числе и бессмертный полк по улицам Киева, это и есть, точнее не разрешение, но по крайней мере не запрет на подачу заявки. Это есть уже изменение, наверное, сознания людей, и под этим изменением начинается уже шататься сама украинская власть. Будем молить Бога, что все пройдет без жертв, и я на это надеюсь. Александр Владимирович, сегодня замглавы МИД Украины заявил о том, что Украина готова сделать все для того, чтобы выборы провести уже летом. Как вы считаете, это какое-то очередное политическое заявление или что это может быть? Украина только сейчас начала быть готовой. До этого, после приезда Нуланда, она начала быть готова.
До этого момента она, к сожалению, готова не была. Хочу напомнить еще украинским властям, что все изменения в Конституции, точнее изменения, принятие новой Конституции, раз, принятие закона о выборах, два, особом статусе, три, и масса других пунктов должны в первую очередь согласовываться с нами. Так как это было как раз и мы подписанты первых Минских соглашений, я и Плотницкий, лидер Луганской Народной Республики. Если этого не происходит, мы будем считать, что принятие этих законов и изменение Конституции с нами не согласованы, не является для нас, для выполнения обязательным. Мы считаем, что это будет обычный обман киевских властей. Если будет согласовано, будем разговаривать дальше. Александр Владимирович, скажите, можно агентство? Скажите, пожалуйста, какие мероприятия планируются на 9 мая и будет ли репетиция парада? И если будет, то когда? Я вообще, значит, маршрутально открою. Репетиция парада проходит каждый день. То есть сейчас она проходит с командирами, они смотрят, как будут проходить коробки и так далее, так далее, так далее. Генеральная репетиция состоится, как в том году, за несколько дней до проведения самого парада. Парад будет большой, он будет больше, чем в прошлом году. И прохождение бессмертного полка тоже планируется, но я даже уверен, что наверное, тоже будет больше, чем в прошлом. Почему? Потому что тысячи людей выходили не только в Донецке, в Москве, и в других городах. Я так понимаю, что в этом году, в этот раз будет проходить еще, наверное, в расширенном списке городов, которые хотят провести бессмертный полк. Ну, считаю, это необходимо делать, пускай наши дети, даже наши внуки уже знают, что такое совершили наши деды и наши прадеды. И забывать это нельзя, иначе народ, который забывает свою родину, своих предков, своих героев, он не имеет права на существование. Это нужно делать обязательно. Еще вопрос. Еще последний вопрос. Нет? А какие мероприятия планируются на День Республики 11 мая? Это будет масса мероприятий, поверьте, список из 50 мероприятий. Сейчас перечислять, еще не там 30 надо будет. Но День Республики отметим с размахом, весело, в принципе, как всегда, и как мы это умеем делать. Уважаемые журналисты, благодарю за ваши вопросы. До свидания. Спасибо.